В последнее время очень модно сокрушаться о том, что культура татуировки уже не та, много молодежи пришло, отнимают хлеб у стариков, не уважают, значит, индустрию. Но я не об этом хочу тебя спросить, а наоборот, вот ты что хорошего заметил в том, что происходит в индустрии в России, в татуировочной? Что изменилось в лучшую сторону? Как ты думаешь? Ну, я думаю, то, что все, в принципе, ну, развивается. И по сравнению с тем, как мы начинали, ну, когда только те же Primate иголки появлялись, не было русских брендов, практически ну, не было никаких солидных мероприятий, как конвенции. Ну, вот, то есть была единственная от Паши Ангела. И это все было ну, при нас, при нашем становлении ну, как мастеров. То, ну, сейчас очень мощно все развилось. Ну, вот, также вот появились спонсорства, ProTeam, я не знаю, ну, большая движуха, в принципе, как бы такая трендовая профессия. И Ну, вот тебе нравится, куда мы идем? Не переживаешь, что молодые наступают на пятки тебе? Да, все нормально. То есть вот эта вот среда конкуренции, она тоже мотивирует, наверное. Я согласен. Согласен с тобой полностью. Ладно, давай немножко о тебе, чтобы люди, те, кто не знает тебя, ну, таких мало, наверное, да, но узнали поподробнее. Я тебя узнал в бытность еще, не знаю, лет сколько, 6-7, может, назад, 8. Ну, сколько-то там, да, давно. И ты тогда для меня уже был крутым каким-то чуваком, который много чего знает, все как-то интересно делает. Но ты был достаточно эпатажным для меня тогда человеком. У тебя были пирсинг, какие-то тоннели и так далее. Сейчас меньше стало этого. Куда делся тот Ваня? Почему изменилось? Что, меньше эпатируешь ты или что? Насчет эпатажа, ну, наверное, это тоже свой путь был. Потому что вот эта вся тема ну, с бодмодом, которая тогда была ну, на волне, она меня и привела к татуировке. Потому что тогда, когда я начал заниматься татуировкой, как бы, это было мое второстепенное занятие. То есть я тогда закончил бакалавриат, учился в магистратуре, получал высшее образование, и ну, тогда, когда я, понятно, получил образование, то есть реализовал какие-то, там, я не знаю, реализовал желания родителей, то есть по моему воспитанию, я там сказал себе свобода, типа, Не пустился во все фигачим, да. Ну и, соответственно, там были какие-то небольшие туннели, стали огромные туннели, весь понапрокалывался, там, ну, изучал. Ну, то есть мне нравился ритуал, там, инициации, вот эта вся тема культуры племен. И также ну, я вот этой движухой увлекался. И тогда появилась ну, вот, мастерская, которую мы организовали с другом Максимом Ямпольским. Ну, вот он тогда вообще работал на телевидении, сейчас он вот в этой теме, в теме бодмода, в теме там, украшений, также там разные разработки интересные. У нас была вот мастерская по производству украшений. Мы делали украшения для пирсинга из твердых пород дерева, из... Это какой год был? Это год, я не знаю даже какой год. Ну вот, наверное, вот, мне вот был 21 год вообще, когда я первую татуировку сделал. Тогда уже, мне кажется, я был вот в этой теме. В этой теме всей пирсинговой бодмод. И это все было после Индии, когда я увидел мастерскую по производству украшений, там одну, которая меня впечатлила. И я подумал, типа, надо попробовать сделать коллекцию своих украшений. Я тогда ходил тоже по всяким минералогическим выставкам. Ну, то есть мне нравилась эстетика там, и кастомных ножей, и вообще коллекционных минералов. У меня дедушка геолог, то есть мне всегда ну, увлекало там, минералогия, геология и все вот эти вещи. Ну и все, мы решили вот организовать. Я решил сделать свою коллекцию как бы, украшений после этого. А так получилось, что тот человек, с которым я познакомился, который я думал, там, сделаю я заказ, куплю материалы, придумаю дизайны. Так получилось, что он меня начал учить. Там, грубо говоря, на станке работать, токарем, и, я не знаю, работать бормашинкой, гравером. Ну, вот начали вместе что-то делать, переросло все это в такой вот, ну, бизнес. Маленький бизнес, мастерскую, вот, делали украшения. А после этого я попробовал себя в роли татуировщика. И вот долгое время, пока там не случился вот первый кризис, основной мой заработок это были украшения. В принципе, я пришел из той тусовки в тату-среду. И татуировка ну, впервые мне вообще не понравилась. Я подумал,
что за фигня, вот эти жужжащие машинки, какой-то ужас. То есть хотелось татуировку, но какую-то абстрактную, я не понимал. Ну, то есть деревья людей не ужас, а татуировки. Ну да, пирсинг для меня был бы более адекватным в то время. Слушай, видишь, как много нового про тебя узнается, оказывается, что у тебя маленький бизнес уже был тогда. Помнится, несколько лет назад я пришел к тебе в гости в студию, и ты напоил меня, ну, как, наверное, всех своих гостей поешь чаем, очень вкусным, прекрасный там ритуал, целая традиция, очень все здорово, и у тебя ловко все получается, дощечка, это чайничек. Я помню, что я вышел оттуда и вообще забыл, какой год сегодня, просто находился в пространстве небольшой. Вот. Ты вот чай-то зачем пьешь? Тебе вот это зачем? Что это мотивирует тебя, стимулирует тебя? Зачем это? Ты же, это культура для тебя целая. Ну, это культура, то есть, но то, как это подается там, в студии, это по-простому все. Так называемая, называется это такая типа церемония пинча, типа такая. Для крестьян. Просто простая, без заморочек. Это, если глобально, это называется путь чая, то есть это, чай как некоторое лекарство, гармонизирующее такая субстанция. То есть, поэтому, я считаю, что чай создает гармонию в уме и теле, я этим пользуюсь. Плюс это аккумулятор энергии гор, энергии космоса, вот можно его использовать, то есть как что-то, что дано природой. Также чай является стимулятором, и на самом деле может быть и вредом, может являться вредным компонентом для здоровья, может быть и полезным. То есть надо знать меру. То есть у меня был период, когда я пил слишком много чая, это вот такой допинг на самом деле. Сейчас я от этого ушел. Сколько раз ты в день пьешь чай? Сейчас я пью чай 1 раз в день. Это много или мало вот у чайных Нет, любителей? это мало. Потому что просто я знаю, что если пить слишком много чая, опять же, в зависимости от качества, то есть это может повлиять на нервную систему. То есть, Бережешь себя. Я расшатал на определенном этапе свою нервную систему перенагрузками, перелетами, постоянным стимуляцией кофеином, который в чае содержится. Поэтому я сейчас аккуратно к этому отношусь, потому что хочется стабильное настроение, взаимодействовать с миром адекватно, чтобы не было перепадов настроения. Потому что у меня были периоды, когда я был склонен к перепадам настроения, то есть мне это не нравится. Это такой расколбас внутренний, серьезный. Как раз к этому вопросу у меня твой обычный день, рабочий, будничный, он как складывается? Ты попил чаю, пошел на работу или среднестатистический день? Вообще, день всегда распланирован. То есть все начинается с того, что просыпаешься, делаешь зарядку, завтракаешь плотно. Все, дальше начинается день. Сейчас чай с утра не пью, пью позже, потому что вместе с чаем не усваиваются многие компоненты из пищи, то есть он блокирует усвоение многих вещей. Сколько ты часов в день работаешь обычно? Татуируешь? По-разному. На самом деле, то есть я прям четко так не считаю в плане часов работы, потому что в стиле, в котором я работаю, очень много времени занимает подготовка порой. То есть если человек уже размечен, то есть я работаю в основном с большими проектами, если человек уже размечен, то есть нет особо напрягов. Если это подготовка, то это может все эти трансферы, склейки, посадки, то есть то это может долгое время занимать. Бывают такие ситуации, когда ты целый день клеишь, переводишь, рисуешь, а татуируешь час. Бывает и так. Но это тоже работа. Да, сейчас единственное в плане концепции, то есть поменялась концепция, ко мне приходит человек, я его сразу расчерчиваю, сразу перевожу все максимально, а потом, чтобы у меня голова отдыхала. Набил руку, можно сказать. Это как дисциплина такая, для каждого мастера, чтобы сделать все сразу. И с большими проектами, я думаю, сейчас у тебя в основном большие проекты. Маленьких нет, да. Да, и их разметил, и дальше какое-то время ты их красишь, да, я думаю, попроще. А дальше слушаешь музыку. Здорово. Опять-таки про твой досуг, и ты сказал, что там было много перелетов у тебя. Сейчас ты также много летаешь? И если посмотреть назад, эти перелеты, которые были у тебя, отпуск, да, или рабочие перелеты, или какие-то на конвенции поездки, они тебе что давали в большей степени? Для чего? Вообще, это как один из стимулов для перезагрузки некоторые, то есть, и психоэмоциональные, и что-то, опять же, мотивирующее, в этих поездках, поездки это стресс, определенный, то есть, если
ну, кто-то там, я или другие мастера, там, в Москве сидят, там, типа, думают, вот, все, зашибись, типа, есть клиенты, есть работа, там, и ты, типа, ну, допустим, популярный, то, когда ты приезжаешь туда, ты понимаешь, что там, что чуваки, типа, в 10-20 раз круче, что они просто параллельно пьют пивко, другой рукой рисуют фрихенд, и в тот же момент разговаривают с кем-то и начинают татуировать. И, то есть, ну, ты понимаешь, что уровень какой-то космический, то есть, и поэтому, как бы, это ставит на место мощно. То есть, самомнение уходит далеко, как бы, и это очень важно, ну, для развития. Обнуляешься в том числе. Ну, обнуляешься, ну, бывает, депрессняки ловишь, по-всякому бывает. Ну, это даже хорошо, я думаю, стимулирует к каким-то новым высотам. Я думаю, Даже насчет высот, кстати, ты, я знаю, уже много лет выигрываешь все подряд на разных конвенциях, досочек насобирал уже, мне кажется, класть некуда и вешать. А почему тебя вот клиенты твои выбирают? Сейчас полно ребят, которые делают и орнаменталы, и дотворк, и прочее. Почему к тебе идут? В чем фишка? Ну, я думаю, идут, ну, за каким-то уже глобальным видением. То есть это, ну, это так же, как кто-то хочет сделать какой-то кастомный мотопроект, мотоцикл там, или автомобиль. То есть он приходит там, ну, не крыло покрасить или заднее колесо там, сделать кастомным, как бы, а комплексное видение. То есть, ну, в данном случае, то есть, то, что я могу предложить, ну, комплексное видение за счет того, что это просто какой-то опыт, который есть, он позволяет уже, ну, видеть проект татуировки уже в данный момент как костюм. То есть я уже, ну, могу сказать, что к этому пришел. Потому что до этого, ну, был этап, там, допустим, мыслишь рукой, мыслишь ногой, мыслишь еще чем-то. Сейчас уже связка вот... Сейчас уже мыслишь головой. Все. Сейчас уже мыслишь костюмом, как бы, уже такое видение. Такой вопрос к тебе на тему как раз таки, где-то хочется улучшить, да, где ты видишь, что можно каким-то образом апгрейдить. На Московской конвенции, поправь, если ошибаюсь, в 2017 году ты взял первое место в номинации .work. Да. Да, а второе место Ирван Токопов взял. Угу. Почему ты взял первое, а его оставил сзади? Ну, потому что просто масштаб другой, ну, в данном случае. То есть, Если бы у Ерва был большой масштаб, то вы бы... Я не знаю, но мне всегда прикольно. Не то, что даже это не соревнование, а мы на самом деле все вместе собрались, хорошо провели время. И это тогда было классно, потому что была зона, были все орнаментальщики, было прям очень весело. Там, и были помимо орнаментальщиков еще и Слава, там, и другие ребята. Просто что-то кололи Т-бой, я не знаю, показывали работу. То есть это было неважно, там, кто какое место займет. Просто было все классно. Мы друг друга уважаем, там, все классные ребята, классные мастера. То есть это не важно, кто какое место занял. Это правильно. А можно ли сказать, что у вас вот у орнаментальщиков сколотилась своя тусовка? Тусовка сколотилась, да. Вы там дружите, общаетесь? Я всегда стремился, ну, к этому, чтобы... Она была закрытая тусовка. или... Она? Не то, чтобы я хочу в нее попасть. Не, почему она открытая, но мы не так часто собираемся, но так получается, что мы собираемся, да, в целом. Ну, потому что какие-то вот, ну, совместные проекты стараемся делать или еще что-то, то есть общаемся или в одних местах там работаем. Ну, тут тусовка есть, но вот, вообще впервые, когда я увидел вот эту стилистику, как бы, вот именно у английских мастеров, я увидел именно не просто там одного человека или еще что-то, я увидел тусовку. Группу лиц. Вот это Divine Canvas как раз. Ну, и мне показалось, что это типа дико круто, когда мастера прям разноплановые, делающие там, ну, один стиль с разным подходом, с разным видением, они вместе. То есть так же, как круто, если бы японисты, вот все вот так общались. Ну, это классно, это здоровая тема. Ну, и за границей я точно так же вижу, что есть там кто-то по традиционной татуировке, кто-то по Японии, но они все общаются между собой. Очень хорошие отношения. Нет вот этого, то, что вот он украл моего клиента или еще что такое. Согласен. Насчет совместных проектов, вижу, последние года ты делаешь с Владом Бладом кастомные модели своих тачек. И они несколько отличаются от базовых, да, вот, серийных моделей. Они отличаются только внешне, или там, не знаю, энергией твоей заряженной, или в них какая-то функциональная все-таки есть отличительная особенность? Ну, есть некоторая функциональная отличительная особенность. То есть, ну, там просто есть какие-то критичные моменты, но для меня в работе, там, опять же, ну, здесь мы работаем с электричеством, то есть здесь работаем с некоторыми проводящими материалами. То есть, и поэтому
там, у меня всегда акцент на то, что надо там работать с медью, с латунью, с какими-то такими материалами, которые обладают высокой, ну, электропроводностью, и поэтому, ну, все, что я стараюсь там выпускать, там, я прошу, чтобы делали вот это. Ну, то есть обычно там это идет, ну, все-таки по спецзаказу, потому что, ну, мне нравятся классические инструменты для работы. И, ну, то есть я не использую там RCA в работе, хотя, ну, RCA как-то проще. Ты воткнул, и у тебя все стабильно работает. Ну, Современнее. ну да, но с другой стороны, там, если есть хороший тугой клипкорд и, ну, с качественным бескислородной медью, с качественным аудиопроводом, если есть хорошие стойки, то есть вот эти все компоненты классные, то есть не будет никаких проблем вообще в работе, ну, вот, возникать. Ну, а так как у меня просто машинок вообще куча, как бы, и все старые машинки, они все именно со стандартными стойками, то я всегда, ну, вот, жесткие требования предъявляю. Ну и хочется кастом, чтобы он был не просто, ну, грубо говоря, взял там наклеек, там, понаклеил. Да, да. Ну что это за кастом? Хочется кастом настоящий. Ну, обычно это все с трудом получается, потому что какие-то сложные решения придумываем. Слушай, даже мне стало интересно попробовать кастом от тебя, именно с точки зрения проводимости вот тока. Потому что просто сравнить, как это работает. Супер. Спасибо. Действительно интересная информация. Слышал, что ты открываешь студию, уже много разговоров об этом. Ну, не первая твоя студия уже, да, ты человек опытный в этом. Вопрос в другом, что в этой студии будет нового, интересного, от каких стандартов там привычных, вот студийных, ты решил отказаться, если такие есть вообще? Ну, на самом деле, по поводу студии, это будет первая студия моя, по-настоящему студия, потому что, ну, до этого это формат таких андеграунд мастерских, на самом деле, то есть это немножко другое, то есть последние там несколько проектов, это, по сути, было художественные мастерские, там, где вокруг скульпторы и какие-то художники, то есть и плюс мы. Непонятно, как попасть, непонятно, что это вообще, как это. Ну, да, атмосферу старались всегда хорошую какую-то, ну, создавать, какую-то интересную движуху. Сейчас как бы основная концепция — это, ну, то, что будут мастера, которые занимаются черной татуировкой. И хочется такой интернациональный проект, на самом деле, создать, привлечь моих друзей, которые представляют этот стиль, там, со всех уголков мира, как бы, провести интересные туры, организовывать, то есть создать прикольную там атмосферу, ну и соответствовать современным стандартам, ну, европейским вообще пространства, там, как это должно быть, то есть это там какие должны быть стены, какой должен быть пол, там, какие должны быть там смесители, там, какое количество, там, это должна быть там стерильная зона, там, нестерильная зона, там, бесконтактные всякие штучки, как бы. Ну, есть определенные требования. Хочется там отходы, там, опять же, фильтровать на классы, так же, как вот если приходишь в какой-нибудь там институт, приходишь в инвитро, например, анализы сдавать или куда-то там к стоматологу, у них есть урны, там, на каждом есть номер. Как бы хочется, ну, сделать все по-человечески. Все, особенно после Германии, когда я в Германию съездил, я увидел, как они там работают, то есть как договора с клиентами заключаются, как там вклеиваются там, с автоклавированных держаков наклеечки прямо в договор. То есть, блин, меня это впечатлило очень. Когда все бесконтактное, все вот прям на супер уровне. То есть, ну, так и должно быть. То есть отчасти ты что-то подглядел, что-то придумал сам, и вторая сторона проекта — это именно не просто guest-спот, а больше как тур для схожих с твоими интересами татуировщиков. Такая история получается. Ну, друзей объединить, да, потому что вот с того момента, как начал ездить, начал знакомиться с прикольными, интересными, ну, мастерами, людьми, которые представляют вот эту вот стилистику, ну, геометрического орнамента, и, ну, хочется все это перенести в Москву. Ну, то есть это, по сути, как такое некоторая культурная составляющая, ну, в этом проекте есть. То есть это, ну, был бы, опять же, стимулом там, для там, моего развития всех ребят, с которыми мы будем вместе, с которыми мы будем все это делать. И... Отлично. Ну, да, концепция такая. Отлично. Насчет студии. В одном интервью ты сказал, что много лет назад это было. Пришлось мне поковыряться все-таки в Гугле.
Ты сказал, что чтобы открыть тату-студию, нужно в первую очередь быть бизнесменом. Ты вот сейчас как бизнесмен открываешь студию или как татуировщик все-таки? Не, я не как бизнесмен открываю. Вообще, ну, сейчас на данном случае, то есть, нет вот этого бизнес-подхода вообще. Ну, то есть некоторые организации самого себя. То есть в этом отношении, то есть я организованный человек и взрослый человек, но как бы о бизнесе прям так я не думаю. Я просто работаю, как бы, чтобы существовать и чтобы достойно существовать в этом мире, иметь возможности, а возможности обусловлены как раз некоторой материальной базой. То есть, если сейчас будет открываться проект, ну, прежде всего, это имиджевый проект. Там, мне пофигу, он будет приносить, не будет приносить. Да, хорошо бы, чтобы это все окупалось. Но я надеюсь, если будут правильные люди, ну, вокруг. То есть, это уже команда та, которая будет, это будут вот люди, кого я люблю, кого я знаю давно, и кого, с кем мне не придется вступать в некоторые конфронтации и тому подобное. Потому что мне вот это не нравится. То есть, хочется такой самоорганизующийся, как сказать, институт, организм. Ну и я не буду заниматься никакими вот этими вопросами рутинными. То есть вообще директором будет моя жена. То есть я такой же мастер, как и все. Мне интересуют творческие моменты и там, может быть, какие-то моменты организации там, привозов или общения там, с другими ребятами. То есть, ну, не вот это вот. Ну хорошо, что так атмосферно все, как бы хорошо, что не завязано все на финансах, и хорошо, что вы можете себе это позволить. Вот это немаловажная часть, что есть подоплека, которую ты там здраво оцениваешь, это супер. Еще один вопрос, связанный больше там с твоей, конечно, персоной. Сколько я тебя знаю, ты всегда шел на шаг вперед индустрии. То есть появилась трэш-полька, ты там делал самую большую там трэш-польку там, из всех людей, кого я знал. Потом какие-то орнаменты появились, ты начал математически что-то там просчитывать, какие-то дуги и так далее. Сейчас у тебя, значит, бодиситы огромные, да, тебе такие проекты интересны. Что дальше, Ваня? Вот чем нас удивит в ближайший год? Что произойдет? Белки будешь татуировать, что волосы, ногти, что? Нет, такого не будет. Но на самом деле никогда не было погони за трендами, просто ну, как у многих мастеров был поиск некоторые себя, то есть и, ну, на определенном этапе, там где-то, наверное, в году 2010 или 2011 я, в принципе, впервые увидел вот такой, ну, геометрию, там, Art Brut, все это смешанное, ну, в такой дикий микс, и выносящий мозг, ну, работы, ну, мне тогда хотелось попробовать. И тогда как раз появилось вот это вот, ну, первое название там, проекта, там, Trash Work, там, какой-то там отказ от всех вообще каких-то стандартов. Вот. И тогда, конечно, вот, впечатлял Марк Рейдман, вот этот вот Little Swastika. Ну, это первый такой, ну, идейный вдохновитель для меня, там, создание каких-то сумасшедших штук. Но тогда это все было не заело, потому что эти ребята, то есть, у них уже за плечами там был десятилетний опыт, они уже там, ну, видели и понимали, что они делают. Даже в хаосе, ну, как бы должен быть на самом деле порядок и много, ну, продуманности. Ну и то есть сейчас то, к чему я пришел в татуировке, это уже очень что-то, ну, то есть то, что я стремлюсь к аккуратности, ну, ни к чему-то сумасшедшему и непонятному, все продумано. То есть, ну, двигаюсь в сторону все равно черной татуировки, может быть, смешение там какой-то сейчас современной японской татуировки, черной татуировки, там, Киото, там, может быть, какая-то традиционные индонезийские орнаменты, вообще традиционный орнаментал, там, может быть, и где-то и Океания, ну и геометрический орнамент. То есть, ну, это фьюжн такой, но я стараюсь все-таки не делать его слишком этническим, потому что были моменты, когда я, наоборот, к этнике там начал обращаться больше. То есть, сейчас, ну, то есть, я с женой со своей общаюсь, она как сторонний наблюдатель. Она мне говорит, это типа слишком этнически, это может отпугнуть людей. То есть, ну, мне не хочется делать то, чтобы отпугнуло людей. То есть, это истоки, но мне это просто интересно как этап. Как бы. Так впереди я не знаю, что-то интересное. Постоянно можно смешивать стили. Вот в этом мне нравится там, направление, в котором, ну, я работаю. Супер. И такой вопрос к тебе. Ты вот все, чем ты сейчас занимаешься, да, и студия, и какое-то познание себя отчасти, да, и
досуг свой и так далее. И татуировка, как, наверное, основной, да, такой кусок твоей жизни. Вот это все для чего? Ты вот что в это вкладываешь вообще? Для чего это тебе нужно? Ну, это мой путь, то, что меня наполняет, там, делает целостным. Я реализую какие-то идеи, которые есть. Ну и вообще, то, что помимо татуировки, то, что я делаю, я стараюсь все, чем заниматься, чтобы оно меня не отвлекало от основного. Потому что на определенном этапе по жизни пришлось все равно приоритеты расставлять, отбросить все лишнее, оставить то, что ну, является тем, как бы, в чем ты можешь развиваться, в том, чтобы помогало тебе реально каждый день. То есть, вот, ну, если там это орнаменты, значит, надо рисовать орнаменты. Не надо сейчас вдруг начать рисовать драконов. Ну, то есть, я могу нарисовать дракона, только непонятно зачем. То есть, ну, можно в свободное время драконов порисовать, наверное. Но только свободного времени просто нету. Прекрасно тебя понимаю. Спасибо, Ваня, отлично поболтали. Творческих успехов, ты классный парень. Спасибо, взаимно. Сань, ну что?